его не сделала. Бывают такие недели, когда я пропускаю влоги, ничего страшного, не переживайте, просто это у меня была, видимо, какая-то странная забитая неделя, и поэтому, в общем-то, у меня не хватает времени, сил на монтаж. То есть, или я, например, могу вспомнить в пятницу вечером, что я не сняла ни одной минуты влога, а в воскресенье этот влог должен в 4 утра по Москве, в 4 утра по моему времени, он должен выйти на Москву. Вот, естественно, я за один день ничего хорошего, ничего дельного не сниму. Так что я начинаю сегодняшний влог в воскресенье. У нас сегодня, по-моему, 8 декабря. Сейчас мы будем жарить мясо и есть салат. В общем, хотим провести семейный вечерочек у нас на балконе. А в целом на эту неделю... у меня, кстати, на этой неделе интересная неделя. Я еду на ночь к своей подружке обожаемой, которую я знаю уже очень-очень много лет. Еду к ней на одну ночь с ночевкой, будем с ней болтать, пить апероль, возьму с собой Даниэля, и вот мы вдвоем отправимся к ней в гости. А так, в целом, я бы хотела поставить на эту неделю фокус на расхламлении, уборке. Я хочу разобрать все вещи, игрушки, которые у нас есть, которые нам не нужны, и выставить их на продажу, потому что мне как-то кажется, будто бы душно становится от вещей. Я не очень люблю, когда у нас много вещей, особенно тех вещей, которыми мы не пользуемся. Плюс в марте, то есть через 3 месяца у нас заканчивается здесь аренда квартиры, которую мы продлевать не будем, то есть нас в любом случае ждет переезд. А чем больше вещей, тем сложнее переезд. Поэтому вот я себе взяла, получается 3 месяца, но все равно большую часть я хочу разобрать в ближайшее время, для того, чтобы было время как раз-таки еще эти вещи продать на всяких Facebook маркетплейсах и тому подобное. И в первую очередь у меня на уборке это Данины игрушки, в которые он не играет вообще. Даниэль не играет в игрушки. Вот единственное, во что он сейчас начал играть, это фигурки животных, которые ему достались по наследству от Тимофея. Мы привезли с собой целый контейнер фигурок Шляйх. И вот в них он сейчас начал играть. А так, любимые его игрушки — это каталки, которые он возит на улице. Это иногда машинки Hot Wheels, но это очень редко, когда он их катает. Это там 2, 3, 4 книжки, которые он смотрит. Кстати, вот только я в прошлом влоге показала вам любимые книжки Даниэля, как он перестал их смотреть, и сейчас он их особо и не смотрит. И вот, получается, фигурки животных он прям играет каждый день по несколько раз. Вот, и хочу разобрать его игрушки, и хочу разобрать Тимины вещи, потому что их очень много. А вот и Данюшка с Тимушкой и с папой пришли с прогулки. Да, открываем. Открываем собачку. Лучше зайти, ты лежит черная. Это у Дани с ботинка отлетела. Пойдем на ручках. Ой, не на ручках, за ручку пойдем. Пойдем? Пойдем в тележку тогда сядем. В общем, мы поняли, что у нас кроме мяса и сыра ничего дома нет. А хочется какие-нибудь начос. И мы приехали в магазин. Моя ягодка соскучилась по мамочке. Он не хочет. Любимое лакомство Дани, вот эти ягоды, он всегда готов ехать. Давай. Сюда он хочет, наверное. Прикинь, если на следующий подумать, они возьмут, поставят. Памперсы наконец-то купили. Даня, ты что делаешь? Мишке показываешь Карпинчо? Да, где же там капибары? Мишке хорошо все видно? Поцелуй Мишку в носик. Муа. Да, любишь Мишку? Ты что, его там кусаешь? Да, в носик кусаешь? Бедный Миша.
Сейчас будет небольшая рекламная пауза в моем блоге. Это первая реклама, и она будет моя. В общем, тут произошли всякие изменения, я никогда об этом не говорила в своем блоге, но поскольку ребята поменяли немножко концепцию своего продукта, теперь этот продукт можно скачать в России, поэтому я хочу с вами поделиться им. Примерно полгода назад мой муж Саша вместе со своей коллегой создали приложение только для айфонов сейчас пока, на Android разрабатывается приложение, будет чуть позже. В общем, это приложение, оно сделано в первую очередь для американского рынка и для американцев по сбору детских ланчбоксов. Мы здесь столкнулись с такой ситуацией, в Аргентине мы тоже собираем детям ланчбоксы, что, во-первых, не хватает времени, во-вторых, не хватает фантазии, в-третьих, хочется, чтобы приложение было, чтобы ланчбокс, обед в школу был максимально полезен, сбалансированный и при этом, чтобы его ел ребенок. И мой муж со своей коллегой, своей подругой решили объединиться, и они создали компанию и создали пока что приложение, которое подбирает себе с помощью умных алгоритмов. Это не чат GPT, не AI. Эти умные алгоритмы они сами писали внутри приложения. Ты можешь создать здесь внутри приложения учетку своего ребенка и написать, на что у него есть аллергия, ну, в общем, поставить там всякие плюсики, что он любит, что он не любит. Например, если он не любит брокколи, то просто рецепты с брокколи не будут показываться, но мы на самом деле не рекомендуем это делать, потому что у нас там есть такие рецепты, где брокколи настолько спрятаны, что даже и незаметно, что они там есть, что опять же может побуждать ребенка есть те овощи, фрукты или продукты, которые он когда-то не ел. Все эти рецепты, все это сделано вместе с нутрициологами и детскими, в общем, специалистами. К чему я это говорю? В России нет надобности делать детям ланчбоксы, потому что питание есть в школе. Но здесь есть хорошие, здоровые рецепты, которые можно использовать как в ланчбоксе, но также можно использовать в детском питании. Там, например, я всякие овощные, там, рыбные или мясные, всякие шарики, как они называются, я забыла. Сейчас попробую здесь найти рецепт, может быть, мне попадется. Ну, в общем, такие маленькие котлеточки, такие, которые делаются в духовке, я делаю Даниэлю, вот опять же, тоже по рецепту, который есть вот здесь в приложении. Приложение называется Kitties, я вам напишу его вот здесь. Сейчас его можно скачать только в Apple Store, но скоро оно появится на Android, надо просто немножко подождать. Вот. И что еще хотела сказать, я буду очень рада, если вы оставите отзыв о приложении, и в целом, может быть, даже поделитесь со мной здесь в комментариях своими предложениями, что-то, может быть, не работает, что-то, может быть, вам хочется добавить. Мы сейчас, естественно, находимся на стадии разработки новых рецептов, на стадии запуска в социальных сетей, потому что сейчас они у нас не так активно работают. Вот, так что мы сейчас все в работе, и мы открыты максимально к тому, чтобы делать наше приложение удобным для родителей школьников, дошкольников, и открыты к вашим пожеланиям. Так что если вы потестите это приложение и напишите мне в комментариях, что вам не хватает, что вас бесит, что бы вам хотелось, я буду только очень-очень рада. Вот, кстати, вот такой вот интерфейс, достаточно простой, думаю, вы видите, вот тут всякие рецепты. Они, кстати, все открытые, вот что я хотела сказать. Все рецепты открыты, то есть сначала это приложение было платное, туда можно было только купить подписку, и она работала только на Америку и на Аргентину, так как мы здесь живем в Аргентине сейчас, и мы тоже открыли скачку этого приложения на Аргентину. Но ребята поменяли свою концепцию, они немножко пересмотрели свой бизнес-план и сделали это приложение открытым и абсолютно бесплатным для всех. И решили зарабатывать деньги немножко иным путем, а не с подписок. Вот, так что спасибо, если вы скачаете это приложение и напишите мне пару слов. Вперед так и дай тоже, да? Сразу? Про валету, да, давай. Мама, да. Что там, папа музыку включил, да? Мама. Там папа музыку включил.
Там папа. Держи. Дани. Ты танцуешь? Да. Не, не танцуешь? Передумал? Косточку только не забудь выплюнуть, хорошо? Молодец. А вон у нас Тимоха. Играет в Майнкрафт. Смотри. Да, не нападай на Тимоху. Нападай на Тимоху, как динозавр. Дани, нападай на Тимошу, как динозавр. Страшный динозавр. Все, рты закрыты. Офигенно. Ты густо? Кубик рулит. Ты густо? У меня есть кубик рулит. Это аргентинское блюдо, которое называется чори-пан. То есть чоризо на пан, на хлеб. Это хлеб. Тима очень любит у нас такую сосиску на хлебе. Может туда добавить еще там овощи по желанию, соус, если хочется. Но Тима просто любит вот так. Чоризо и пан. Дискотека века, дискотека века, дискотека века, дискотека. Тим, тебе не холодно? Для человека. Диско. Диско. Дискотека. Дискотека для человека. Дискотека для человека. Я папуля ту-ду-ду-ду-ду, я папуля ту-ду-ду-ду-ду, я папуля ту-ду-ду-ду-ду, малыша. Даниэлька сидит, рисует пальчиковыми красками и кисточками. Я иногда ему так делаю, или в ванной, или вот здесь на коврике можно. Они в целом легко очень смываются, но ему очень нравится. Привет, красотки! У нас сейчас 6 часов вечера.
Я только что закончила работать и иду сейчас заменять Сашу, чтобы Саша немного отдохнул, а я как раз погуляю пока с мальчиками на площадке. Моя завтрашняя поездка к подружке отменилась, к сожалению, я даже расстроилась, потому что она немножко приболела, у нее заболело горло, она начала кашлять. Ну, вроде бы ничего в этом такого нет, я бы в обычной жизни и раньше бы согласилась, и все равно приехала. Но сейчас, поскольку я работаю, и очень много сил у меня занимает работа, ну, я просто не могу себе позволить, чтобы кто-то из меня или Даниэля, например, заболел, кашлял, там плохо себя чувствовал и все такое прочее. Просто уже это физически и морально, ну, просто не вытяну. Вот, поэтому поездка отменилась, недельки на 2, наверное. Но мы завтра все равно едем в город, нам завтра к зубному с Тимофеем. Вот, так что, может быть, часик там повидаемся, увидимся в городе, но не знаю, посмотрим. Доброе утро, красотки! У нас сегодня уже вторник, а кажется, что уже прошла целая вечность. Да, сегодня Tuesday. Кажется, что прошла уже целая вечность, а прошло только 2 дня недели. Мы сейчас собираемся в город. Мы пойдем сейчас в Буэнос-Айрес к Тиме. С Тимой к зубному. Мы раз в месяц ходим на прием. И мы хотим еще сходить в пиццерию, нашу любимую, в которую мы всегда ходили, когда жили в Буэнос-Айресе. Там рядом прям с нашим домом. Так что сегодня я вам покажу, где мы там жили, когда я еще не вела блог, наш район. Я, кстати, его достаточно частенько показывала во влогах, но вот именно наш дом и вот ту улицу, на которой мы прожили практически 1,5 года в Буэнос-Айресе, я еще, мне кажется, не показывала. Так что отправляемся в сегодняшний чудесный, практически летний денек. Мы сейчас находимся в моем самом любимом месте в Аргентине. Это парк около театра Колон. Я, честно говоря, не помню, как он называется. Здесь я рядом. Здесь, наверное, первое место, куда мы пошли, когда мы приехали в Аргентину. Вот мы проснулись, ночью мы прилетели, утром мы проснулись, взяли собак и пришли в этот парк, потому что нам до этого парка идти там 100 метров от квартиры, в которой мы жили. И потом там больше года здесь каждый день мы гуляли. Данич на какашке не наступил. Гуляли, не знаю, встречали чемпионат мира по футболу, финал чемпионата мира по футболу. Крутились во всей этой аргентинской атмосфере. И, наверное, это было самые классные, самые офигенные времена моей жизни здесь, в Аргентине, которые я буду всегда вспоминать. Но я думаю, что я закончу болтать и просто покажу вам окрестности. Даня бегает за голубями. Ну, а там живут жители парка. Летом их было всегда очень много. На своих матрасах они приходили и спокойненько себе жили. Опять побежал. Вот это перед нами театр Колон. Это оперный театр, самый главный оперный театр Латинской Америки. А вот это школа. Представляете, просто обычная государственная школа. Там старшие классы и младшие классы. Памятник. Вот это суд. Главный суд. Какой получается? Ну, гражданский суд. Это гражданский суд, да. Все, кто там подают, например, на гражданство или оформляют какие-то документы, все идут вот сюда. Ну, это тоже просто жилой дом. Очень красиво. Ой, Данюш, не надо, вставай. Это мусор здесь. Ну, а это моя тень. Данина игрушка. Что случилось? У тебя плохое настроение сегодня? Как всегда, куда-то едем, у Даниэля плохое настроение. Он хочет на ручки. Хочет, чтобы его таскали на ручках. У нас сейчас жара, наверное, 35.
Как бы особо 12 килограмм на ручках ты не потаскаешь. А мы сейчас стоим под фикусом. Я думаю, все этот фикус знают. Вот такой вот, он распространенный в России. Комнатный такого маленького размерчика. А у нас тут огромные ветки. И вот там даже где-то есть, в общем, подставки, когда его поддерживают, вот эти огромные ветки. Поддерживают. Вот некоторые, смотрите, прям внизу лежат, да, насколько тяжелые, вот какие они большие. Я, кстати, тут совсем забыла, что я очень хотела сходить в театр Колонн на какое-то представление. И что-то у меня вылетело это из головы, что это нужно обязательно осуществить. Так что, возможно, в ближайшее время я посмотрю, сколько стоят билеты, ну и в целом, какие эти представления будут. И, скорее всего, схожу. Я уже была в Аргентине в театре, но в другом театре, в итальянском театре. Мне там тоже очень понравилось, очень классное представление было, но, конечно, посетить театр Колонн, наверное, это совсем другие ощущения и совсем другие эмоции будут потом, когда я буду это вспоминать. Вот. Папа! Папа и Тима идут. Вон они. Видишь? А сверху там красный чувак, в столе есть. Правда? Да. А, да, вот Ну, Жанюша, на. Знаешь, по-моему? Даниэль. Что, солнышко мое? Вот это дом, в котором мы жили. Вот этот. Давай мне ручку. Пойдем вместе. Пойдем. Ты чего так расстроился? Давай, малыш. Все тебя оторвали за ручку. Вот здесь мы сюда ходили каждое утро. Вот тут вот прям. Нажимай. Все, жди. Теперь пока наберется водичка в пипеточку. Все. Давай. Выливай на ледик. Не на мои На пальцы. Тимона. У нас сегодня эксперимент. Мы с тобой создали с Данечкой радиоактивный вулкан какой-то. Угу. Он нужно спасаться. Ну, выливай на вулкан, Данюш. На вулкан выливай. Давай еще раз. Берегитесь, это радиоактивный Клади, вулкан. нажимай. Жди, теперь Ого, жди, пока посмотрите. наполнится. Ух ты, какая красота у Тимоши. Она как будто бы И выливай светится, сюда, как будто бы она все, светится. ты наполнил. Выливай Нет, сюда. берегитесь. Вот. Спасайся, кто Вау. может. Радиоактивный... Ай, Даниэль, ну не на меня же. Приходит. Теперь можно... Давай, Даник, это моя пипетка. У тебя своя пипетка есть, вот она твоя. На, держи. Радиоактивный вулкан наполняется радиоактивной жидкостью. Скорее, быстрей. Я заморозила лед вот так вот и сделала такую краску. Можно добавить гуашь, можно добавить любую краску. синий. У меня была пальчиковые краски. И просто соль сыпем. Получается, соль делает вот такие вот... Да, не только не ешь, нельзя это пить. Вот такие вот разводы. И тоже помогает разъедать лед водой. У нас сегодня утро пятницы, сейчас 8 утра, и мы обнаружили, что с дома вообще нет ничего к завтраку. Даже закончились наши обожаемые яйца, так что мы сейчас поедем, съездим, купим что-нибудь к завтраку. Мы снова приехали к нам в молл. Саша пошел в магазин, чтобы купить недостающие ингредиенты для пиццы, потому что мы хотим сегодня приготовить пиццу. А поскольку у нас Даниэль просто неадекватно себя ведет в магазинах, он начинает бегать, хватать все с полок, то мы сегодня решили пройтись у нас здесь по моллу, погулять. Я не знаю, что еще сделать вообще. В общем, пройдемся. У нас сейчас примерно градусов 35-40, может быть. Вот. Но ветерочек дует, и в целом, ну, не так жарко. Мы сегодня с Тимой устроили расхламление, как я и хотела.
на этой неделе, и мы убирались в комнате, разбирали книжки, там настольные игры. Я что-то выставила на продажу, что уже не актуально. Да, заходи, вот вход на карусельку. Садись. Ну, давай, не бойся, попку давай сажай. Ну, у тебя просто не получается. Сажай глубже. Да, сажай дальше. Дальше надо посадить. Данюк, садись. Вот сюда попу сажайте. Вот сюда можно попу садить. Вот сюда. Садись. Садись. Ура! Расскажу, какие у нас здесь есть магазины. Оля, Дани! Это у нас аптека. Вот она. Вот этот магазинчик химчистка. Вот этот магазин очень классный, рыбный магазин. Там действительно продается вкусная красная рыба. Это магазин товаров для дома и для выпечки. А вот здесь продаются паста ручной работы или паста из картошки. Из картошки паста получается. И вот это винный магазин, а здесь хамон и сыр. Вот здесь конфетная, это панадерия, здесь делают хлеб, круассаны и все такое прочее. А это детский магазин, но мы туда не пойдем, бойс. Вот эта машинка стоит 5000 рублей. Вот эта машинка 35. Куколка 10 тысяч рублей. А вот там у нас открыли Starbucks авто. Это, мне кажется, первый Starbucks авто в Аргентине. Я еще у нас не видела, когда можно купить кофе в Старбаксе, вот так вот заехав в магазины. Там прям такой красивый Starbucks, такой в чисто в американском стиле. Единственный намек на приближающий Новый год. Здесь нам поставили елку. Это какая-то арочка, которая идет к домику Санта-Клауса, где он будет принимать детишек и сажать их к себе на коленочки. Ну и, конечно же, новогоднее меню в Старбаксе. Игрушки в магазинах стоят, просто уму непостижимо сколько. Вот это настолько там наценка идет в 4, в 10 раз от там цен, например, на американском Амазоне или даже на российском Озоне. И самое главное, что очереди в магазинах детских просто сумасшедшие люди выходят вот с такими огромными пакетами. Но там игрушка детская, там для ребенка, типа погремушки там. Ну, такая, не то что маленькая, такая погремушка в ручку, а ты типа как машинка, которая гремит. Там меньше 4000 рублей не стоит. Или там, например, машинка Hot Wheels, которая везде там стоит $3-5, там 300-500 рублей, не знаю, 250. А что-то она стоит 1000. Ну, и так совсем. Ну, я вообще не понимаю, как эти люди что-то покупают. Мы вообще ничего не покупаем сейчас. Ну, просто. Мы, если и покупаем, то мы заказываем либо из США, либо из России. Платим за доставку, но вместе с доставкой выходит все равно дешевле, чем покупать здесь. Иногда мне кажется, что я живу вообще в каком-то другом мире, в котором это просто другая планета, где не может быть такое. Но при этом люди спокойно покупают, спокойно идут и берут. У меня был бюджет в этот магазин. Я хотела на 10 000 рублей купить себе комплект нижнего белья. Верх и низ, соответственно. Я зашла на интернет-магазин посмотреть, что там сейчас, какие коллекции, вообще нравится ли мне что-то. Так вот, я поняла, что моего бюджета хватит только на верх, а на низ мне там нужно еще 5. Итого комплект получается 15 000 рублей. Но все бы ничего, если бы качество соответствовало этим ценам. А я купила в этом магазине год назад себе нижнее белье, и верх был очень даже неплох, но он порвался, все равно, просто разошелся посередине. Ай, вау, еще елочка стоит, пойдем посмотрим елочку. А низ становился с каждой стиркой все больше и больше. У меня, кстати, здесь две вещи такие в Аргентине, которые... Ой, это у меня как от жары, наверное. Две вещи у меня есть в Аргентине, которые от стирки становятся все больше и больше. Это вот эти трусы.
Они уже реально, я не знаю, там размеры, наверное, L, я их уже даже не ношу, они у меня просто лежат в шкафу. Они очень красивые, мне как-то жалко их выкинуть. А потом Сашина футболка. Мы в Заре купили Саше футболку такую серую. Ну, она как бы была для него норм. И вот мы ее стирали, и сейчас эта футболка, она мне вот прям по колено, ну, то есть прям платье. Я сейчас не сплю, а она для меня как ночнушка. Но я, в общем, покажу вам сегодня, постараюсь не забыть, сниму вам свое платье, которое когда-то было Сашиной футболкой. Кто тут? Кто это тут такой? Нянюшка! Вы, конечно, не думайте, я не жалуюсь там, все такое прочее, и не прибедняюсь там, и не впадаю в жертву. Нет, я просто рассказываю в целом, как строится мир здесь у нас в Аргентине после того, как пришел президент, который пришел вот ровно год назад, вот на этой неделе. Когда мы сидели в кафе, ели пиццу, ездили в город, мы как раз смотрели, как наш аргентинский президент отмечает год своей коронации. Вот, мы его называем король. Сашины родители на этой неделе перевели нам денежки, чтобы мы купили мальчикам подарки. Ну, в целом сумма вообще очень хорошая для подарков, просто шикарная. Но проблема в том, что здесь, мы просто на эту сумму, даже 2 книжки не купим. Ну, то есть, например, там какую-нибудь Тиму книжку интересную, и там Дане, например, детскую книжку там с какими-то вставочками, да, то есть не просто вот бумажную обычно, а какую-нибудь такую интересную, цветную, там, с окошками, я не знаю, или там, какую-нибудь там с движущими штучками. Ну, в общем, такая книга, которая будет стоить дороже, чем обычная, там, мягкая, например. Вот. И мы в итоге сделали заказ на Амазоне и заказали классные подарки. Я надеюсь, они успеют прийти к Новому году. Вот. Ну и все. В общем, я покажу потом, что мы заказали. Это офигенные подарки. Вау! Вы на пчелке? И Данина любимая игрушка, естественно, как всегда с ним. Давай ручку. Поехали? Uno, dos, tres. Ура! И теперь Тимоха. Сейчас бедняга пролезет. Такие ноги на всю горку. Ку-ку, Дани. Ты залез? Ну давай, у тебя получится. Боишься? Я помогу. Тима поможет тебе. Уху! Ура, Тима, спасибо! За ручку? Давай, садись. Давай, готов? 3. Я хожу в спортклуб. И я специально его выбирала, чтобы там был бассейн, и чтобы в этот бассейн пускали детей. И еще желательно, чтобы этот бассейн был, мы уже здесь не поднимемся, был бесплатен для детей. В общем, выбрала я такой. И там условия такие, что ты должен заключить с ними контракт минимум на полгода. То есть даже если ты платишь каждый месяц, у тебя списывается с карточки, плюс еще типа взнос. Стоит как 1 месяц. У тебя берется сразу же. И детям до 12 лет бесплатно. Они могут посещать зал и бассейн. Я решила, что это просто шикарно для нас. Как раз Тиме 11 лет, и вот еще вот на это лето с ним туда походить. И, в общем, мы пришли брать эту карточку в бассейн, чтобы нас пропустили туда. Мы взяли для меня, и, значит, мы говорим о том, что мы хотим взять карточку для Тимофея. И они говорят: окей, заплатите там 3000 рублей в месяц. Мы такие ему говорим: как это так, если для детей до 12 бесплатно, не ходи туда, Данюш. Он нам такой говорит: ладно, окей, приходите завтра. Ну, то есть
сегодня почему-то нам эту карточку дать не может, приходите завтра. Мы такие, ну ладно, окей. Ну, короче, они приходят завтра. Тима, Саша из Дании приехали завтра. А им говорят, знаете, мы, короче, вот решили, что теперь бассейн будет стоить 2500 рублей. Но я сразу вам перевожу просто на рубли. Вот мы это решили, вот, что на время каникул вот теперь дети до 13, с 5 до 13 должны платить 2,5 на эти, типа, там, 3 месяца, на 2,5 месяца. И еще вот эту матрикулу, как, типа, взнос. Еще столько же. Какой взнос? За что взнос? Непонятно. Ну, мы такие, в смысле? Там же написано, что для детей до 12 бесплатно. Где написано, что сейчас надо платить? Почему? Они такие, нигде не написано. Вот теперь нужно платить, короче. Ну, и вы понимаете, опять же, просто у тебя разрывается мозг. Почему я должен платить, когда я выбирала там этот центр, за то, что там для детей было бесплатно? А сейчас мне говорят, ты свою карточку оплати там в 4000 рублей в месяц, даже, наверное, сейчас уже около 5, и плюс еще детскую оплати за 2,5. Ну, как бы, что еще мне нужно оплатить, хочется им сказать. Вот, ну и, конечно, такие моменты, они расстраивают, и их очень-очень-очень много. Ну, то есть практически каждый день мы сталкиваемся вот с какими-то такими моментами. Ну, Даня счастлив, да? Даня, а где Санта? Тимон, залезай к Дане. Ладно, не залезай, ты слишком большой уже. Ладно, не будем о плохом. Там Саша ходит сейчас в супермаркете. И кажется, он берет товары не для пиццы, а он будет мне сегодня готовить чили. Я же уже говорила, что я обожаю все острое. И вот Саша, в общем, уже как-то нам здесь, в Аргентине, кстати, он готовил чили. И, по-моему, сегодня он тоже собрался готовить чили, потому что он меня спрашивает, есть ли у нас нут, есть ли у нас горох. И это все чем-то мне напоминает чили. Так что мы сегодня на чили и на расслабоне будем есть чили. Кстати, что говоря про Сашу, у меня он идеальный муж, вот правда. Если есть идеальные мужья, то мой муж точно идеальный. Во-первых, он, наверное, все-таки чуть-чуть побольше я занимаюсь домом и детьми, но не намного. Саша, например, полностью взял на себя готовку. Еще завтраки мы готовим 50 на 50, в зависимости от его занятости на работе по утрам. А вот ужины он готовит всегда сам. Иногда готовит там супы. Но вот ужины, я уже не помню, когда я последний раз вообще сама готовила ужин. Он моет посуду, там прибирается, убирается, постоянно берет детей на прогулку. То есть вообще в этом к нему вообще нет никаких придирств. И работает при этом. Ну, короче, все успевает. И собой заниматься, и мной заниматься, и детьми заниматься, и домом заниматься. И офигенные вкусные ужины готовить. Это, конечно, его просто сильная сторона. Он очень вкусно готовит и очень разнообразный. И на этом моменте у меня закончилась память на телефоне. В общем, муж у меня идеальный. Ничего не скажу. Жаловаться не буду. Жаловаться даже не на что. Я вспомнила, все-таки у Саши есть один минус. Он очень долго ходит по магазину в супермаркете. Видимо, он, бедный, так устает, когда мы с Даниэлем бегаем по этому супермаркету быстрее, и ничего посмотреть успеть не можем, что когда у Саши выпадает шанс пойти одному в супермаркет, он ходит очень долго. И вот сейчас он ходит уже в супермаркете и покупает нам ужин на сегодня больше часа. Да, не стой аккуратно, здесь машины могут быть. Но мы уже почти пришли, чтобы нарушить его покой и потревожить его отдыхательный поход за продуктами, так что скоро мы придем. Нам еще чуть-чуть осталось идти. Корзина, которая собралась за час гуляния по магазину. У нас тут продаются всякие классные грили. Иди сюда, пойдем покажем грили. Вот здесь магазин Гриль Вест. Вот, в общем, разные, на любой вкус и цвет. Кошелек, наверное, тоже, конечно, прикольные, да, такие. Лобное место, как в Доме 2 было, вот такое купить, поставить себе на балконе.
Я не знаю, я показывала в влоге когда-то нашу машину. Вот она. Мне так она нравится. Такой у нее классный цвет. Вообще, мне очень нравится. Обожаю нашу машину. Как у тебя много карандашиков. Ты будешь рисовать? Давай. Аккуратненько, иди ко мне. Данюша. Нельзя на стенах. Дани, нельзя на стене. Я сейчас все тогда заберу. Вот сюда. Солнышко, давай порисуем вот здесь. Да. Давай, бери карандаш. Какой ты взял? Синя. Синий ты хочешь взять? Иди сюда. Сейчас сниму влог, ты мне расскажешь. Ну, ты будешь рисовать? Ты будешь рисовать? Да, нет. Все, ты нарисовался? Да. 2 минуты рисования закончено, я правильно понимаю? Да. Отлично. Все, я убираю карандашики. Я убираю карандашики. Да. Мы уже обжариваем овощи. Лариса, спасибо. Здесь. Вау. Все, я готова. Мы обжарили фарш отдельно, чтобы слить весь жир, и чтобы у нас блюдо получилось максимально полезное и нежирное. У нас приготовился наш чили. Единственное, конечно, он готовится очень долго, это неудобно, но там он еще остался точно на целый ужин. Мне очень нравится это блюдо тем, что оно прям максимально с белком здесь. И как она, фасоль. Блин, что-то у меня с русским языком совсем плохо. Фасоль, мясо, 2 вида фасоли, плюс овощи. Ну, естественно, углеводы тоже здесь присутствуют. Короче, прям вообще офигенно. Ну и, конечно, что оно острое, это огромный плюс. Не тупое. Сейчас оно немножко подстынет, и я его попробую. Или прямо сейчас. Мы можем вот такой же хлебушек, как у Тимоши, вот прямо сейчас закинуть в airfryer. Он погреется там 5 минут. Не, хлебушек не надо. И потом помакать вот в эту тему, которая останется у тебя после того, как ты все съешь вилкой. В тему? Да. В тему, которая останется у меня? Да. Поверь, это нужно сделать. Я только похудела. Значит, похудей вечером сегодня. Окей. Пройдись с собакой. Хорошо. Мы писали это на бумажке. Давай, вспоминай. Только что пожарился. На хлебушек. Допустим, 21 плюс. Не нужно, допустим, там есть формула. Формула – это когда ты берешь любые значения и можешь применять ко всем. Величинам, длинам, всему остальному. Это очень вкусно. Формула. равно. Я очень вкусно покушала. Положила сейчас Даню спать. Тима тоже скоро пойдет спать. И сейчас настает мое самое любимое время, когда все дети идут спать, и я наконец-то могу провести время со своим мужем спокойно, хорошо и качественно. Сейчас мы пойдем, сейчас Даня, вот мы когда удостоверимся, что Даня точно заснул, мы пойдем гулять с собакой. Мы обычно с Сашей это делаем вместе. Если вдруг Даня просыпается, то нам Тима пишет в Телеграм, что он Даня проснулся, но за все полгода, мы уже здесь год почти живем. За весь год, что мы здесь живем, это было только один раз, когда Даня проснулся во время того, как мы гуляем с собакой. Вот, ну, мы обычно ходим здесь, около дома, у нас нет лифта, то есть в целом Тима пишет, и там через 2 минуты я уже прихожу домой, там или Саша.
Вот, так что мы сейчас пойдем пройдемся с нашей собакой, погуляем, потом вместе с Сашей что-нибудь сделаем. Я не знаю, может быть, посмотрим сериал или, не знаю, посидим на балконе, поболтаем, например. Вот. А завтра я уже смонтирую этот влог, и послезавтра он уже выйдет, вы его посмотрите. Так что спасибо вам большое за просмотр этого видео. Мне кажется, что он получился очень длинный, этот влог. Я буду вам очень благодарна, если вы скачаете приложение, оставите отзыв. Только, пожалуйста, оставляйте отзыв на английском. Вы можете его перевести с помощью Алисы, помощницы. По-моему, это доступно в России, насколько я читала из всяких рилсов и видела. Что очень многие пользуются Алисой для того, чтобы она переводила вам тексты. Или напишите мне под комментариями, и я вам помогу составить текст. Хотя это уже очень сложно как-то. В общем, будет очень просто хорошо, если вы скачаете приложение наше и просто потестите его. Мы тоже будем вам очень благодарны за это. Спасибо вам за просмотр и за будущее скачивание нашего приложения. Чао!